Привет! Глядя на рост цен в магазинах, все чаще задумываетесь над тем, где бы найти бюджетные аналоги люкса или просто бюджетные ароматы, которые будут здорово звучать. Это видео точно для вас. Сегодня я создала такую подборку, в которой расскажу вам о бюджетных ароматах, которые пахнут гораздо дороже, чем их стоимость. Досматривайте его до конца, и вы найдете для себя отличный аромат. Начнем с аромата Woman Gen марка Venturi. Хочу с него начать, потому что это самый бюджетный аромат в подборке. Для меня это очень нежный и воздушный, такой хрустальный аромат, который я скорее представляю на нежной, спокойной, милой девушке, хотя он точно подойдет и взрослым женщинам. Для меня этот аромат нежности, воздушности и цветочности. В нем отчетливо слышна фрезия на первых нотах, и она такая нежная, тонкая и практически прозрачная, а потом он раскрывается шикарным белым лотосом. Аромат достаточно стойкий и очень сильно шлейфовый. Когда я его вдыхаю, я вижу такую невесту, нежную, такую изящную, такую милую, прекрасную девушку. И мне кажется, действительно этот аромат очень подойдет для таких праздничных дней, как свадьба. В аромате также присутствует мускус, но даже если вы не любите мускус, не переживайте, здесь он очень размытый, очень такой тонкий и совсем не напрягающий. Для меня это аромат чистоты. Очевидно, когда его вдыхаешь, то ты чувствуешь что-то такое очень чистое, что-то очень прозрачная и, скорее всего, даже белая. Если что, это именно туалетная вода, и заказывала я это в формате тестера. Мне он отдаленно напоминает Estée Lauder Pleasure, но не самим составом аромата, не тем, как он пахнет, а настроением, которое ощущаешь при его вдыхании. Опять же, если вам нравится Pleasure от Estée Lauder, то я бы присмотрелась, хотя бы просто попробуйте, протестируйте. Скорее всего, он вам понравится. Следующим ароматом будет Ajmal Raindrops. Для меня это аромат дождя, озона и дерева. Отдаленно напоминает Coco Mademoiselle, но больше всего он мне напоминает Ангела Тьерри Мюглера. На классическую версию он похож, но еще больше он похож на облегченную версию. Название я не помню, я обязательно вставлю картинку, чтобы было понятно, о чем я говорю. И, кстати, если вам был интересен Ангела Тьерри Мюглера, но вы не могли его на себе носить из-за того, что он слишком насыщенный и слишком тяжелый, тогда вот этот аромат вам, скорее всего, подойдет больше, потому что он более воздушный, более разбавленный. Вот прям вот этот дождь, который я здесь ощущаю, он и разбавляет вот эту насыщенность и слащенность. Он менее сладкий, чем Ангел. Звучит он невероятно дорого, и я бы сказала, что он даже больше походит на нишу. Кстати, интересный факт об этом аромате. Когда он на коже находится больше 3 часов, он немножко уходит в такие мужественные нотки. Но вы не пугайтесь этого ни в коем случае, потому что это мужественные нотки не такие, что от вас пахнет грязным, потным, вонючим мужиком. Нет, это такие нотки спортивного, красивого парня. И они ни в коем случае на вас не будут звучать так, как будто вы потерлись об кого-то. Нет, то есть это будет просто аромат с характером. Раскрытие у него удивительное. То есть он начинает с таких деревяшек, цветов, а заканчивает вот таким прям характером, такой какой-то строгостью. Но у него шлейф не такой, который будет убивать всех вокруг, поэтому его вполне можно носить в обыденной жизни, даже на работу в офис. Следующий, наверное, многим известный аромат Armand Bessy In Red, версия туалетная вода. Для меня он стартует таким корнем имбиря, мандаринами и кардамоном. Вот они в нотах даже заявлены, и я их отчетливо чувствую. Аромат специевый, очень цитрусовый и такой охлаждающий. Звучит непринужденно, и я бы сказала, что он, скорее всего, подойдет больше на весну или лето, собственно, потому что он достаточно холодный. Но если вам нравятся такие ароматы, то вы сможете их носить и зимой, и осенью, естественно. В нем практически нет сладости. Он кисловатый и даже терпкий, я бы сказала. Вот эта специевость очень еще ощущается перцем. Прям вот вдыхаешь его и чувствуешь, такой перец прям в тебя вливается. Звучит очень уникально и загадочно. И, кстати, опять же, вот эти ноты, да, специевые, вот эти деревянные ноты, они тоже относят тебя даже, наверное, к нише. Спустя какое-то время на коже он начинает пахнуть мхом
и деревяшками. И прям такими деревяшками, не сухими, а знаете, как будто их только с дерева срезали, и они такие влажные, после дождя намокшие, немножко подгнившие. Вот такими деревяшками это пахнет для меня. И в конце, когда он уже практически не ощущается на коже, от него остается такая легкая амбровая сладость. Наверное, немножко ванильная, но, как я уже сказала, аромат не сладкий, поэтому здесь ваниль не кондитерская. Однозначно стоит попробовать, если вы еще его не пробовали. Следующим будет, наверное, самый известный аромат в этой подборке — Lanvin классический Эклат. Удивительно, но это один из самых комплементарных ароматов в моей коллекции. Этот аромат нравится очень многим мужчинам. В нем я больше всего ощущаю цветы и зеленый чай. Но не зеленый чай из пакетика, а зеленый чай, который вы завариваете листовой. Также в нем есть какие-то древесные ноты. Он легкий и свежий, достаточно юный, но будет хорошо звучать на девушке любого возраста. Вот такая магия. В раскрытии на моей холодной коже очень ощущается пион. И такой прям нежно-нежно-розовый, не белый пион, не бордовый, а нежно-розовый пион. И этот аромат подойдет как для походов на работу, так для вечерних прогулок, и просто можно по дому им ходить обливаться, чтобы очень приятно пахнуть. Обязательно, если у вас его еще не было, то хотя бы протестируйте, потому что он восхитительный. Следующий также будет аромат Lanvin, это Rumeur 2 Rose. Аромат цитрусово-деревянный для меня, присыпанный пачули, то есть его, когда вдыхаешь, ощущаешь вот эту припыленность, какую-то даже озоновость, как вот после дождя пыль, которая стояла в воздухе, прибивается, и она начинает определенным образом пахнуть. Вот здесь я это ощущаю. Где-то вдалеке он мне пахнет травой, листвой, которую, если сорвать и прям потереть в руках, она выделяет масло. Вот пахнет вот такой зеленью, травянистой. А уже вдалеке, когда оно посидит на коже, немножко начинает ощущаться роза и жасмин. Я видела, что в нотах заявлен ландыш, но как такового я его не ощущаю, по крайней мере, на моей холодной коже. Понравится большинству, как и Эклат, но он менее попсовый, поэтому, я думаю, он также интересен и имеет место быть. Ну и закончить я хочу ароматом Оксиген, также от Lanvin. Его отличительной особенностью является то, что он сразу стартует с перца. Перца, который посыпали на лимон или на что-то цитрусовое. С первых нот он тебя удивляет своим звучанием. Потом, когда он на коже начинает так усаживаться, он начинает пахнуть молоком, как будто на вот этот лимон с перцем поливают теплое такое вот прям теплое молоко. И сверху обсыпают лепестками каких-то белых или розовых цветов. Для меня это аромат загадка. Для меня он пахнет абсолютно по-нишевому и вызывает в голове какие-то образы, когда я его вдыхаю. То есть, если закрыть глаза и представить, чем это пахнет, не ноты я имею в виду, а картину, которую я здесь вижу, то это зеленый лес. После дождя такой влажный зеленый лес, когда идешь, из травы падают капли, где растет много красивых цветов, где, скорее всего, даже гуляют олени. В этом лесу тишина и спокойствие. И вот когда ты идешь, сбрасывая эти капли с травы, на тебя эти олени поднимают вот так голову, оборачиваются и смотрят. Вот ты как будто нарушаешь их спокойствие и тишину. Аромат удивительно обволакивает своей атмосферой. Он тебя забирает в этот сказочный лес, и тебе хочется там оставаться. Поэтому также обязательно попробуйте его. На этом моя сегодняшняя подборка закончена. Для того, чтобы приобрести все эти ароматы, я оставлю ссылку на онлайн-магазин Арома Бутик. Там продается оригинальная парфюмерия и косметика по очень выгодным ценам. Также я оставлю вам промокод на скидку в 7% на первый заказ, и на все последующие будет скидка 5%. Надеюсь, эта подборка была вам интересна и полезна. Если это так, то, пожалуйста, напишите это в комментариях. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Мне это очень важно. Желаю вам прекрасного дня, прекрасного настроения и, конечно же, пока-пока!